Представители знака зодиака Весы, приветствую вас. Второй расклад. Знаки судьбы. События до конца марта. Как меняется ваша реальность? Давайте узнаем, что скоро случится или произойдет, с чем это будет связано, или что скоро будет меняться, и тогда в какой сфере жизни. Куда, иными словами, вас заведет судьба, или что неожиданно откроется. Подсказки карт, подсказки как высших сил, что для вас важно услышать или важно знать. Давайте узнаем. Конечно, останемся реалистами. Любой прогноз или расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки все же вы получите. Первая карта. Что же скоро будет? Что вы, возможно, вычеркнули из своей жизни, а оно к вам вернется. И напомню, ретро-Венера до 13 апреля нам, хотим мы или нет, может возвращать как и людей, так и ситуации. У кого-то будет эта ситуация, возможно, по работе. Возможно, это будут еще и те события, когда, знаете, как судьба нам возвращает какое-то дело, тему. Мы в ней участвовали, но потом где-то так спустили на тормоза и думали, само рассосется. Нет, значит, нам могут вернуть и те дела, вопросы, которых мы не поставили точки, не расставили все по местам, не навели порядок, именно для того, чтобы прояснить что-то и с чем-то окончательно определиться. Хотя у кого-то это могут быть и вопросы денег, к примеру, потому что Венера символизирует взаимоотношения, и будем говорить, наше благополучие через деньги. Деньги – не что иное, как один из способов взаимодействия с миром. И поэтому такие вопросы тоже у вас могут именно из прошлого как бы обновляться. Ну, давайте мы узнаем, что же скоро будет, что вы вычеркнули, возможно, из своей жизни, а оно, возьми, да вернулось. С чем это может быть связано? Или в чем вы думали, что поставили точку, оказалась запятая, или многоточие. Кто или что вернется, может быть и так. Вполне вероятный вопрос какой-то. Что же прояснится или какая правда откроется? Может быть, это у вас эврика, и теперь вы точно знаете, как вы будете дальше действовать. И 3 карты – знаки судьбы, подсказки высших сил. Первая карта, первый знак судьбы, в чем это выражается или с чем связано. Вторая подсказка высших сил и 3 знак судьбы. Итак, что же скоро будет или что вы вычеркнули? Думали, в чем-то поставили точку. Король монет. Это карта надежного человека. Это можете быть и вы где-то сами, вот в подобных энергиях, и для кого-то из вас могут проигрываться вопросы действительно денег, потому что 2/3 рыбы и 1/3 водолея. Но это идет переосмысление, потому что рыбы это могут быть еще, как я уже сказала, финансы, да, какая-то финансовая история, которая должна быть либо завершена, либо что-то продолжено, но в новом ключе. Почему в новом? Потому что водолей. Больше индивидуальности, больше свободы, больше возможностей. И король монет, его сильная позиция в том, что он первый надеется сам на себя, раз. Во-вторых, конечно, финансовой стабильности он уделяет очень много внимания. Но если мы говорим как путешествие по рыбам, знаку рыб, точнее, который прорисован в Чиру-маркете, это Таро снов, и мы предполагаем поездки, путешествия или какие-то перемещения, ну, значит, тогда это может быть тоже связано либо по работе, может быть и так, или это вы какие-то планы имеете. Вы тут что-то должны просчитать, это точно. Единственное, с чем сложновато у короля монет, это с вдохновением. Но вы, мои дорогие весы, среди вас очень много творческих людей. Но вполне вероятно, что, знаете, если прежде период вы находились, ну, может быть, отчасти те какие-то приятные планы или мысли, о чем нам приятно, радостно думать, а вот теперь вы больше к реальности. Да, думать приятно, а в реальной жизни это можно осуществить или нет? Вот такие парадоксальные вопросы вы сами для себя можете открывать, но все это делать более беспристрастно, потому что король пентаклей или монет, он великий практик. И если что-то нет смысла продолжать, он отказывается легко. Да, с одной стороны, он может что-то и сохранять или основываться где-то на своем опыте. Отчасти ему это несколько, с одной стороны, помогает, но может и мешать, потому что он, ну, еще не знает
произойдет то или иное событие, но прежний опыт как догма как раз может где-то и ограничивать. Но я так думаю, что именно по Венере, если мы говорим о вашем вдохновении, о вашем творчестве, просто вы до конца марта будете больше в энергиях реалиста и надеяться сами на себя. Причем вы будете пересматривать вопросы как и личной жизни, или вы можете столкнуться, например, с какой-то ситуацией семейной, для людей семейных, или даже если вы один или одна, ситуация с родственниками очень часто проходит, как и супруги по этой карте, и мы не рассматриваем по полу эту карту. Поэтому супруг, супруга, взаимоотношения личной жизни или с людьми, которые, как родственники вашего супруга, вашего партнера, какие-то ситуации тоже могут быть. И вы достаточно прагматично готовы либо решать, либо рассматривать какой-то контекст сложившейся обстановки. Ну, великими практиками вы точно будете. Но это может быть и связано как с возвращением человека, с которым прежде был контакт, и причем вам казалось этот контакт достаточно надежным. Либо человек пропал, исчез, а теперь он возвращается. Есть возможность, кстати, что-то проговорить более детально. Опять же, к практике обратиться. Достаточно сильная позиция в наше непростое время, потому что здесь ни разу не про розовые очки и не о каких-то мечтах. Повторюсь, король монет – великий практик. Но все же, давайте, в чем вы могли думать, поставили точку, а оказалось запятая или продолжение следует. Вот, наверное, эта сильная позиция для кого-то из вас будет очень важна дважды. Почему? К вам могут вернуться и в этой колоде карт. Буквально Чиро Маркетти прописал как безжалостные люди, правда? Пятерка мечей – это те люди, которые не чувствуют сострадания. Это те, которые, ну, где-то достаточно жестко могут настаивать на своем. Вообще ни разу не про эмоции. Опять же, знак Водолея. Но, может быть, вот такие события. И в левом верхнем углу у нас Венера, казалось бы. Но по пятерке мечей даже те люди, которые нас, может быть, чем-то обидели, или, знаете, был какой-то глобальный даже конфликт, я могу такое предположить, потому что какая-то ситуация, она, скорее всего, может быть, годы тому назад медленно развивалась, и словно как капля камень точит, капала буквально, или вас внутренне разрушала, а потом произошел своеобразный эмоциональный взрыв, когда мы долгое время что-то терпели, а потом мы говорим: все, хватит, баста, мы дальше так продолжать не можем. И вот теперь, пройдя какой-то сложный путь, когда мы тоже сами где-то были прежде в разрушительной ситуации, и именно этот опыт где-то и нас делает жестким, жестоким, может быть, и непримиримым. Пятерка мечей здесь очень такой сложный психологический тип человека, или эмоции, или состояние психологическое. Мы называем часто эту карту первого победа, когда мы настаивали на своем, но в итоге мы ничего не добились. И здесь все же Венера прорисована в верхнем левом углу, поэтому какой-то конфликт мы можем погасить. И избавиться, может быть, как и от саморазрушения, даже или отказавшись, допустим, от контактов с теми людьми, которые нам приносят какой-то негатив. И если прежде мы часто принимали на свой счет, или даже, знаете, человек конкретный, у кого-то ведь, правда, человек может вернуться со своим дурным настроением или со своими какими-то догмами, вот это бывает тоже именно догма, какой-то табу у человека есть, непримиримое, знаете, и он его пытается всем насаждать. Но вот даже в этой ситуации вы будете холодно и отстраненно смотреть на то, как человек, может быть, с вами пытается вновь взаимодействовать или что-то доказать, но вы уже как не поднимаете эту перчатку. Вы уже не поддадитесь на какой-то конфликт. Вы просто практик. Вы теперь действуете более практично. Нужно мне это или нет? Вот, казалось бы, простые вопросы. Но то, что вас прежде цепляло за эмоции, теперь вам вообще все равно. Какое это будет здоровое равнодушие либо по конкретному человеку, либо по какой-то ситуации. Возможно, она связана
с работой даже. Но это каким-то образом было связано с конкретным человеком. Либо по службе, либо то есть по вашему труду, или бизнесу, или занятости. Или у кого-то, я могу допустить, это было связано даже с личной жизнью, с конкретным человеком. Мы прозреваем в конечном итоге по этой карте. Хотя она достаточно такая темная, но примите во внимание, если что-то подобное, даже со знаком минус, возвращается в вашу жизнь, это можно расценивать как знак судьбы, потому что вы, ну, как словно должны были переболеть какой-то разрушительной ситуацией или стрессом каким-то, чтобы после выйти более зрелой, более сильной личностью. Жизнь нас не только мучит, но и учит. Вот какой-то урок, как жизненный экзамен, о себе может напомнить до конца марта. Давайте посмотрим, что же прояснится, какая правда для вас откроется. В конечном итоге вам никто не испортит настроение. У кого-то будет абсолютно точное завершение прежних разрушительных отношений. И, может быть, вы даже сами хотели что-то продолжать, а вот теперь вы можете передумать. Вы идете вперед в сторону будущего, в сторону, к примеру, если жизнь личная не сложилась, вы будете думать о том, чтобы более искреннего человека встретить и уходить вот от этого негатива. И причем очень практично. Если прежде вас можно было так не слегка подцепить на эмоции, как и на розовые где-то очки, так и на какой-то негатив. По розовым очкам вы могли замечтаться, а по негативу вы могли себе устроить сеанс самокопания. То здесь и не в плюс, и не в минус. Более рационально, как король монет. Тогда вы в сторону либо новых отношений, паж кубков, это мы всегда что-то изучаем. Для кого-то это может быть история и по части работы, или вашего творчества, вашего личного дела, потому что по пажу мы больше чем-то вдохновляемся. Да, эмоции присутствуют, но это какая-то эмоциональная перезагрузка. Давайте я достану еще одну карту, какая правда откроется, хотя у кого-то может, к примеру, открыться правда по части ваших взрослых детей. Какая же правда откроется? Но даже если это как прозрение, то вам будет легче, точно. Вы знаете, вы можете получить какую-то новость, известие, когда вы понимаете, что именно теперь, до конца марта, я могу, к примеру, оформить даже документ, и это вас будет вдохновлять и радовать. По сути дела, мы идем вперед всегда. Это карта скорости, быстроты и, опять же, перемещений. Кто-то из вас может отправиться в какие-либо высокие инстанции, у кого-то получение визы, у кого-то, допустим, получение документа по части иных согласований. Или вам о себе может напомнить человек, который где-то моложе вас. Какая-то история может быть возобновлена тоже. И вы вполне вероятно, если у вас было расставание или вы прекратили ваши отношения по непонятным причинам, здесь человек может вернуться и вам что-то объяснять. Вопрос, захотите ли вы этому верить, это за вами остается, мои дорогие весы. Но то, что какая-то радость сама по себе, хорошее настроение, словно спешит в вашу жизнь. Но вам еще нужно продумать, для чего вам это возвращается. Причем продумывать придется на ходу, потому что этот период может быть достаточно активным. По 8 жезлов мы не сидим на месте. И поэтому самое время, может быть, для себя что-то прояснять, в некоторых вопросах ставить точку, а есть и те, когда продолжение следует. Вы и сами можете, внутренняя перезагрузка, когда вам просто надоедят, может быть, предыдущие, как саморазрушительные эмоции в плане того, что вы какую-то устроили себе ненужную философию, а здесь вы наяву видите, есть смысл что-то продолжать или нет, есть смысл, может быть, даже кому-то помогать. По королю Пентаклей я вполне могу такое предположить, вы будете очень рациональны, и поэтому все минусы вы словно будете расчищать свое жизненное пространство, чтобы вам ничто не мешало радоваться, не мешало жить, не мешало дышать, мои дорогие. Давайте 3 знака судьбы. Ну, действительно, какая-то перезагрузка, причем достаточно быстрая, стремительная. И по аркану Шут Уран, сам по себе Уран.
И если мы говорим Уран в знаке зодиака Телец, и это уже прямое движение, он останется до лета, еще несколько месяцев, потом он перейдет в Близнецы, но знак Тельца, точнее, планета Венера, планета-управитель, точно так же, как и у вас. И для вас те вопросы, когда меняется ваша жизнь, причем, знаете, какая-то трансформация происходит, и вы действительно в чем-то будете ставить точку, потому что вы не хотите, знаете, вот как фраза такая: «Теперь в моей жизни будет все хорошо, потому что плохо мне уже надоело». Вот, наверное, что-то подобное, потому что нулевой аркан – это всегда у нас проходят возможности. И где-то ваша сила, потому что алеф, бык, вот буква иврита нам говорит о том, что это внутренняя ваша сила, где-то внутренняя готовность. Но не нужно торопиться, потому что, как и здесь нас Паш Кубков говорит, ты не забегай вперед, не думай, что та обстановка, которая у тебя до конца марта сложится, она будет длиться долгий период времени. Нет, просто держи руку на пульсе. Но у кого-то из вас даже в этот период вы можете подумать либо о новой работе, либо кто-то из вас задумается строить карьеру, кто-то из вас задумается вообще работать из любой точки мира или осваивать новую профессию, потому что так важно для вашего благополучия. Но ни разу не о мечтах. О мечтах я имею в виду тех, которые не могут быть воплощены в жизни. Вы любую мечту, мои дорогие весы, будете переносить в реальность. Это можно осуществить или нет, но какая-то перезагрузка будет. И значит, если мы говорим, кто вернется, допустим, да, или что возвращается, могут возвращаться, как и вопросы, какие-то темы и конкретные личности. Я могу предположить, у кого-то из вас даже человек может прийти и просить прощения. Но я должна сразу сказать, что и вам-то будет как будто все равно. Вас уже невозможно ни ранить, к примеру, если была какая-то разрушительная ситуация. Но точно так же, мои дорогие весы, вас невозможно довести до состояния восторга. Вы настолько будете нейтральны, потому что вы как свое что-то задумали и очень хотите это осуществить. И вы готовы к этой перезагрузке. Но где-то, возможно, и Уран вам помогает, чтобы минусовые ситуации как можно быстрее разрешились, чтобы вот этот порядок в вашей жизни был наведен, пока, по крайней мере, Уран присутствует в знаке зодиака Телец. Потому что когда перейдет в первый дом Близнеца, вы знаете, там для нас, для всех где-то лето, может быть, ближе к середине лета, он может нас закрутить в вихрь событий. И словно жизнь ускорится, мы можем чувствовать даже вот такие веяния нашего времени или веяния перемен. Много событий будет, еще как бы больше. Более информационно насыщенный поток будет, потому что близнецы – это всегда общение. И все же близнецы, как и вы, это знак стихии воздуха, поэтому, когда Уран переместится в знак стихии воздуха, это и ваша парадигма, опять же, жизни будет меняться. Но вот какую-то подготовительную работу вы производите уже сейчас. Давайте как знак возможностей, знаки судьбы. Деньги. Вот была какая-то минусовая ситуация по части денег. Либо вы доверились, либо вы кому-то помогали. Мы говорили о безжалостном человеке. Вы можете понимать, к примеру, что тот человек, та персона, которому я помогал или помогала, на самом деле равнодушный тип. И неважно какого пола. Равнодушный и безжалостный. Потому что нет отклика в вашу сторону. У кого-то так проиграется. Вы могли кому-то помогать в надежде, что помогут вам. А тут вы понимаете, да нет, я не на того поставил ставку. Или я рассчитывала вовсе не на того человека. И неважно, к какому он окружению вашему относится. Подальше или, может быть, из части родственников, или пусть не кровных родственников, ну, каких-то все равно контактов, которые как наш узкий круг общения. И здесь будет перезагрузка в сторону себя самого. Не случайно король Пентаклей. Десятка монет – это практика реальная. Это конкретная сумма денег, которую мы имеем и которую мы хотим потратить правильно. И не случайно дева. Здесь возвышенное и земное. А лунные узлы у нас находятся на оси рыбы. И это лунный северный узел. И это наше желание. То, что мы хотим осуществить. А
Южный узел находится в знаке зодиака Дева. То есть это где-то наши идеи и как мы это можем переложить или осуществить на практике. Поэтому вы и будете объединять возвышенное и земное. И для вас точнее, какие-то, знаете как, пусть даже деньги вы получаете в виде выплат, которые вы получаете всегда. Но какова бы ни была эта сумма, мои дорогие весы, вам нужно и с этим тоже не просчитаться. Более того, преувеличить еще вам говорят доходы. Поэтому кто-то из вас будет менять собственную, как финансовую систему. Приход, расход. Я такое тоже могу предположить. Давайте посмотрим, как знаки судьбы. Солнце. Вот правда, вот эта перезагрузка, несмотря на то, что вы прошли какой-то сложный путь. Сложный путь, когда вы сталкивались с несправедливостью, с предательством, с какими-то людьми достаточно сложными, жесткими, и даже которые, знаете, какие-то элементарные позиции морали не имеют. Вот по пятерке мечей именно в этой колоде такие люди тоже проходят. И теперь вы понимаете, да, дистанцироваться это точно, я дистанцируюсь, но теперь я настолько внимателен или внимательна к вопросам финансов, моего благополучия, потому что по нулевому аркану у вас уже есть какой-то план, который важен для вас. И тут еще быстро могут приходить какие-то новости, события. Сама судьба для вас может как показывать нужный фарватер. Может быть, это происходит опять же, через информацию или через контакты с конкретным человеком. Но это все для того, чтобы вы шли по направлению к собственному солнцу. Вы с чем-то можете определиться до конца марта, и вы будете этому уделять внимание практически до конца года. Это будет очень важный период, отчасти потому что у нас будет Уран, как я говорила, в первом доме гороскопа Близнецы, но еще и для вас астрологически действительно 2025 год, особенно вторая половина, она будет очень продуктивная. Некоторые такие как разминки или топтание на месте до лета, оно может быть. Но это не просто, когда мы чего-то ждем. Мы приводим мысли в порядок. Мы приводим в порядок наши намерения и цели. И дальше полный вперед, в сторону солнца, в сторону благополучия. Но какая-то перезагрузка точно неизбежна. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.